Что приходит на ум при выражении «японская женщина»? Красивые кимоно, утонченные манеры и, конечно, чудесные волосы, собранные в сложную прическу. Это образ, созданный кино и классической литературой. Однако сегодня мы поговорим о том, что случилось в 1871 году, когда для попытки удержать женщин от свободы самовыражения был выпущен специальный декрет. Это Асакуса Sisters, и мы начинаем! До сих пор мы считали, что женщины в Японии начали коротко стричь волосы и носить мужскую одежду примерно в 1920-х годах. Однако оказалось, что первый подобный бум произошел намного раньше, чем мы предполагали, и его появление было связано с указом 1871 года, носившим поэтическое название «Указ о прическах и мечах». Небольшая историческая справка. Указ о прическах и мечах – это закон Японии, отменивший сословные различия и разрешивший жителям страны свободно выбирать себе прическу и не носить мечи. Провозглашен он был 23 сентября 1871 года. После вступления закона в силу каждый житель страны имел право свободно выбирать себе прическу, невзирая на сословные различия. Именно с этого момента большинство японцев стали одеваться и стричься на западный манер. Однако указ катализировал и другие процессы в обществе. Мода на мужские европейские стрижки сильно повлияла и на японских женщин. Во время реставрации Мэйдзи японки стали получать больше свободы, появился доступ к образованию, что повлияло на их независимость и самостоятельность. После вступления в силу закона японские девушки и даже замужние дамы стали стричься как мужчины. Остригая волосы коротко на мужской манер, женщины желали подчеркнуть свой новый статус, а также бросить вызов обществу. Вот что писали газеты в 1871 году по этой теме. В последнее время многие женщины в окрестностях Токио, Осака и Киото коротко стригут волосы. Они выкидывают гребни и украшения, говоря, что выбирают простоту, а вместо женских кимоно и оби носят мужские хакама и узкие пояса. Женщин, выбирающих подобный стиль, становилось больше все с каждым днем. Если мужчинам разрешено быть цивилизованными, то почему нельзя нам? Так думали женщины второй половины 19 века и смело резали свои волосы. Именно этот момент можно считать днем рождения девушек с короткой стрижкой. Конечно, в Японии. Кроме того, стали появляться женщины, носившие на пояс короткий меч кадати на мужской манер. А также можно было встретить дам, носивших такой элемент одежды, как пальто инвернес. Ученицы старшей школы начали ездить на уроки на лошадях и в хакама, что было достаточно непривычно для Японии того времени. Подобных молодых девушек чаще всего можно было встретить среди незамужних дочерей торговцев. Такой европейско-японский шик стоил немалых денег. Короткая стрижка и мужская одежда очень быстро стали показателем социального класса, а также финансового благополучия, так как обычные женщины все еще находились в плену и подчинялись древним правилам в отношении одежды и причесок. Японские мужчины были раздражены таким поведением женщин, поэтому активно стали жаловаться на бунтарок и на новый закон. В результате правительство принесло свои извинения. Мы хотели, чтобы каждый мог выбрать прическу себе по вкусу, но мы не думали, что это коснется женщин. Мы очень сожалеем об этом. В 1872 году был выпущен специальный декрет, запрещающий женщинам стричь волосы. Если вдруг на улице встречали девушек с короткими прическами, то их останавливали, штрафовали и могли даже посадить в тюрьму как преступниц. Также женщинам было запрещено носить мужскую одежду, для чего были прописаны специально строгие правила различия между мужской и женской одеждой. И с этих пор женщинам, к сожалению, снова пришлось носить неудобные пучки и сковывающие движения тесные женские кимоно. В следующий раз женщины получили право распоряжаться своей прической и своим гардеробом только в эпоху Тайсё, практически спустя 40 лет. Хорошо, что сейчас времена изменились, и можно носить такие прически и такую одежду, которая нравится именно тебе. На наш взгляд, мода, которую пропагандировали девушки в 1870-х годах, имела свой особый шарм и стиль. А какой стиль в одежде нравится вам? И вообще, как бы вы прореагировали, если бы вдруг внезапно вам запретили коротко стричь волосы и носить ту одежду, которая вам нравится? Давайте поговорим об этом в комментариях. На этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И, конечно, оставляйте комментарии. Это нас очень сильно поддерживает и помогает каналу развиваться. На этом все. Пока-пока! С вами были Асакуса Sisters. Асакуса Sisters. Пока-пока. Пока-пока! Ей!